Осталось всего лишь пару дней до выхода первого киносериала по Сонику, который посвящен мужественной ехидне Наклзу. Не успеешь ты оглянуться, как неделя быстро пролетит, и весь ютубчик будет заполнен обзорами на него с общим посылом: что это за кринж года? Почему оно существует? И поэтому я предлагаю сыграть на упреждение и определиться с тем, чего же все-таки стоит ожидать от сериала по Наклзу. Первый трейлер нам дропнули еще 2 месяца назад, отчего многих Соника-фанов в тот момент задняя точка настолько сжалась, отчего образовалась сверхновая под названием кринж. Это случилось от того, что на волне успеха Соника в кино 2 и Фронтирса вместе с небольшой анимашкой о ехидне, Наклза-фаны стали кричать: вот он, каноничный Нак, которого мы все любим, а не тот бумовский клоун-феминист. Скажу сразу, мне самому не нравится качок Наклз с брутальным голосом, ведь изначально он все же ровесник Соника, и противопоставляя их друг с другом, в это уже все-таки не верится. Но при этом я всегда стараюсь не вонять по этому поводу, а пытаюсь понять, почему ехидна выглядит на этот раз так, а не иначе. И киношный Наклз не стал исключением, хотя он все же близок к своей первоначальной версии. Для начала напомню, что в киновселенной Соника Наклз все еще является хранителем Мастера Изумруда. Ну как хранителем? Мастер Изумруд — это все 7 изумрудов хаоса, которые запечатать единый кристалл может только ехидна. Причем он теперь стал гораздо компактней, и его может спокойно переносить в своем кармане. На протяжении всей своей жизни, вплоть до финала фильма, Наклз только и делал, что не охранял, а искал изумруд по всей галактике. И заполучив его в свои руки, ожидается, что он задумается о своей дальнейшей жизни, ведь его цель достигнута, и что ему теперь стоит делать с Мастером Изумруд дальше, с привычной философией Наклза. К тому же это не каноничный изумруд размером многоэтажку, а компактный кристальчик, который не привязывает красного на острове ангелов, а значит АФКшить своими днями на одном месте также бессмысленно. Так могли подумать фанаты Соника 2, как услышали новость о выходе сериала. Но судя по постам Сеги, стилистика и нарезка моментов в трейлере становится ясно, что режиссеры проекта так не думают. Их главная цель — создать продукт, который сможет развеселить детей так уровня детсада. И сериал по Наклзу все же будет представлять из себя что-то типа экшона, сильно напоминающего первого Соника, где ранее Эгман охотился за энергетическими колючками Соника для подпитки своих устройств, то теперь бывший подручный Эгмана, в простонародье бомжара, будет охотиться за энергетическими иглами Наклза для подпитки своего оружия. У Эгмана есть свой миньон под именем Агент Стоун, который в основном находился на подсосе то у покупателя, и я не рофлю это имя персонажа. Есть, как бы политкорректнее выразиться, Фимка шоколадкой, к актерам ничего негативного не имею, просто у них роли какие-то стереотипные получились, которые будут выполнять грязную работу, а сам байкер выступит босс-файтером. Конечно, разница между двумя проектами есть, но она невелика, отчего все же возникает привкус третьесортности. Скорее всего, в сериале будут развивать 2 арки. Это борьба Наклза с китайской копией Эгмана и воспитание Уэйда, второго копа в Гринхилл, которого мы видели ранее, в спартанских условиях, чтобы из няшного фурфимботика с большим животиком воспитать грозного силача, который своим видом сможет отпугнуть всех злодеев и установить мир во всем мире. Причем это воспитание будет проводиться через шуточки и рофлы, чтобы зумерки на 5-й секунде просмотра не уснули от скуки. Соник с Тейлзом уйдут на второй план, чтобы не раскошеливаться на их актерах дубляжа. А значит, на Уэйде и Наклзе будет держаться весь сериал, отчего уже становится немного не по себе. Скорее всего, закаливание Уэйда будет происходить через противостояние Краснухи и Покупателя. И финальной серии, когда ехидну сразят, его скуфидячик придет на помощь, используя кулак силы, подпитываемый иглой, сразит главного босса, которому Наклз проиграл, и тем самым путь воспитания из мальчика в мужчину окончится. Скорее всего, мотивация воспитания будет обоснована тем, что без битв воин ехидна будет скучать и в поисках сражений начнет приставать ко всем встречным с предложением пойти 1 на 1 Эль Прима, отчего семья Ваковски скажет прекратить его дурку, и пусть он пойдет отыгрываться на местном клоуне, который не додумается сказать нет, и с тех пор его жизнь превратится в ад. Если кто-то сейчас побежал ставить дизы из-за спойлеров, то поспешу тебя огорчить, что я сам еще не видел сериал и просто предполагаю развитие сюжета по вышедшему трейлеру, не более. Также в сериале можно будет повстречать множество очевидных отсылок, как любовь к винограду, шляпа из Овы, так и не очень, как сцена с Пачакамаком в виде консультанта боулинг-клуба, который просто-напросто будет являться плодом воображения Наклза и давать жизненные советы ехидне. Поэтому во время нетерпеливого ожидания выхода сериала я бы дал тебе один совет.
не завышай свои ожидания. Сериал не планируется выйти масштабным, с глубоким сюжетом, а это всего лишь небольшой серик на стриминге длительностью в 6 серий. Его задача развеселить стандартным экшоном, разбавив шутейками о том, что Уэйд неуклюжий. Все смеяться. Скорее всего, события, произошедшие в сериале, никак не отразятся на третьем фильме по Сонику, так что, решив скипнуть, много не потеряешь. Хотя все же не советую принимать столь опрометчивые решения. На трижды переваренный кал все-таки не похоже. В любом случае, я его буду ждать и смотреть в оригинале в первые дни выхода, чтобы как можно скорее поделиться с тобой своими мыслями о Наклзе в стриминге и понять, зря ли мы его ждали целый год. И пока я еще не забыл, хочу поблагодарить Red Fox Siki за донат с погашением комиссии, а также Артема Харужева, Диану Мак и Веника за подписку «Высшая форма жизни» и Мигант, Dark Knight, Макс и Сергей Охонко за бесплатную подписку на Бусти. А с тобой был Андрей Марас, и слушай что-то мнение в интернете, не стоит полагаться на него на все 100. Лучше самому увидеть все своими глазами, даже если это лютый кринж. I'm independent since my first breath, first test, feel the right, then the worst left.